Добрый вечер. Мы начинаем программу «Американский акцент». Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В этой программе мы обсуждаем произошедшие события, которые повлияют на события ближайших дней, недель и месяцев. Гость программы сегодня – политик Константин Боровой. Константин, добрый вечер. Здравствуйте, Артем. Сразу перейдем к тем событиям, которые произошли на этой неделе, которые я хочу с вами обсудить. Российские власти и СМИ на этой неделе сообщили о проникновении в Брянскую область украинской разведывательно-диверсионной группы. Первым с таким заявлением выступил брянский губернатор Александр Дагомаз. Около 11:30 по местному времени он заявил, что диверсанты якобы обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб мужчина-водитель и был ранен 10-летний ребенок. После этого появилось два видео, на котором 4 мужчин в военной форме с желтыми повязками на рукавах называют себя бойцами русского добровольческого корпуса, которые пришли в Брянскую область как освободительная армия на свою родную землю. Это цитата. На одном из видео видна табличка «Фельдшерско-акушерский пункт». На нее указывает один из бойцов как доказательство того, что видео записано в Брянской области. В офисе президента Украины сообщение про украинских диверсантов назвали классической провокацией. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что, цитата, «Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность». По его мнению, партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Собственно, что произошло. Мой вопрос, Константин, к вам. По вашему мнению вообще, кто эти люди? Вообще-то русская освободительная армия и этот корпус существует. Туда набираются добровольцы, они действуют на территории Украины против российской армии. И я не знаю, правда ли это или нет, но раз они говорят, что они в Брянской области были, значит, возможно, это правда. И это очень плохая новость для Путина. Потому что если мы представим на секундочку, что нечто похожее на русскую освободительную армию движется по направлению к Кремлю, я не уверен, что к ней не будут присоединяться другие силы, воинские части. Власть в Кремле очень сильно надоела гражданам России. И понимание того, что эта власть опасна для них и для России, постепенно приходит и ширится. Так что это плохая новость, хотя, возможно, она подана была в таком провокационном характере. Но вы сами слышали о том, что это не русская освободительная армия, не корпус освободительной армии, а это украинская провокация. Хорошо, если предположить... Странно было бы, если бы Кремль не попытался использовать в своих провокационных целях этот факт. Хорошо, если все-таки, как вы говорите, это так называемый русский добровольческий корпус, то есть ли какая-то информация, где он базируется, как, вы говорите, люди могут присоединяться к нему, как это может выглядеть тогда? Это подразделение вооруженных сил Украины. Я думаю, что добровольцы могут присоединяться, если есть желание, через вооруженные силы Украины. Все, насколько я понимаю, хорошо организовано, и сообщения о военных действиях, даже о гибели добровольцев, они уже были. Так что это более-менее реальные события. А как относиться тогда к словам Михаила Подоляка, который утверждает, что Украина тогда не причастна никак к этому? Украина не причастна к этому, потому что эта инициатива этого освободительного корпуса, тут нет никаких сомнений. И в споре, который постоянно звучит по поводу того, будет ли Украина двигаться дальше на территорию России, появилась некоторая ясность. Если что-то будет двигаться в сторону Москвы по территории России, это будет русская освободительная армия. И, в общем, это была мечта
иммиграции, белой иммиграции, что ей удастся получить поддержку, ну вот 100 лет назад, конечно, удастся получить поддержку для освобождения России от большевиков, но в данном случае освобождение России от чекистов, тех же большевиков, это вариант большевиков. Но мы должны учитывать такую возможность, что она теперь существует. Тогда у меня в связи с этим вопрос, почему же, если мы предположим, что это была какая-то действительно атака какой-то русской освободительной армии, которая, возможно, как вы говорите, в дальнейшем может перерасти во что-то большее и двигаться на Кремль, тогда почему эти люди пришли и ушли сразу? Они были не подготовлены. Если не подготовлены на большие действия, то почему тогда? Тогда зачем приходили? Ну, давайте вернемся, так сказать, на землю, в реальные обстоятельства. Значительная часть территории Украины оккупирована российскими войсками. Продолжаются боевые действия не только за Бахмут, но на разных частях территории Украины. И в этих боевых действиях принимает участие русский освободительный корпус, вот этот корпус освободитель. И это главная задача – освободить Украину сначала от варваров. Затем возникнет, видимо, вот вторая задача, против реализации которой, безусловно, будет много противников. Вот, но дальше это уже будет решение добровольческой армии. Все будет зависеть от соотношения сил, наличия оружия, наличия поддержки на территории России. Ну, во всяком случае, те, кого сейчас называют военными преступниками на территории Украины, вот, они могут уже начинать присоединяться к этой русской освободительной армии, и, мне кажется, уже присоединяются. Я не знаю численности, не знаю структуры этой армии, но из Второй мировой войны мы знаем, что русская освободительная армия предотвратила разгром Праги. То есть она выступала такой очень цивилизованной, конструктивной защитной силой. Вот. Ну и страх Сталина перед своими оппонентами и выдача их Сталину, конечно, остановила этот процесс, но ошибки Запад делал давно и много, это известно всем. Константин, мы с вами не обсуждали эту дату года войны. Многие люди об этом говорили, подводили какие-то итоги, либо там говорили о том, что будет в дальнейшем. Я бы хотел вас спросить несколько слов, как вы оцениваете действия на фронте с двух сторон. Потому что сообщения, конечно, разнятся, и, с одной стороны, мы перестали говорить о мобилизации в России, хотя по факту она проводится до сих пор. Мы перестали говорить о том, что люди мобилизованные записывают какие-то видеообращения там, к президенту Путину и говорят о том, как все плохо. С другой стороны, мы стали говорить о том, что Россия вроде как пошла в наступление, а Украина готовится пойти в контрнаступление, и почему-то это произойдет только весной. Ну, слава богу, весна-то наступила уже, значит, не так долго ждать. Ну вот в целом, как бы вы оценили то, как это происходит сейчас? Давайте оценивать это с точки зрения Соединенных Штатов. Ситуация очень опасна. Похожее соотношение сил было в заливе в 1991 году, потом в Ираке в 1997 году. А стратегия американской армии была очень простой. Ликвидировались центры управления высокоточным оружием, центры управления армиями, центры принятия решения. Ирак завоевывался со скоростью движения просто передовых частей, поскольку сопротивления сильного не было, а центры управления ликвидировались быстро и была дезорганизация. Сегодня в Украине американские советники препятствуют подобным действиям ликвидации центров управления армией.
Даже когда у украинской стороны появляется информация о каких-то совещаниях, штабах, американцы не рекомендуют наносить удар по вот этим концентрациям. А, понимаете, это немного игра в поддавки. В условиях, когда соотношение сил все-таки неравное, просто количественно, украинцев в 5 раз меньше, чем граждан России. Соответственно, возможности по мобилизации совершенно другие. Там еще присутствует фактор того, что значительная часть населения просто покинула Украину. Вот в этих условиях затягивание войны, оно происходит осознанно. И со стороны, ну вот, американских советников, Соединенных Штатов. Это очень опасно, потому что Украина сегодня защищает не только себя, не только свою свободу, но и свободу европейских государств. Недаром раздаются, все еще раздаются призывы там двигаться со стороны российских, вот, российской стороны, двигаться в направлении Берлина. Очень опасные такие призывы, но призывы об использовании... В направлении Берлина? Да. То есть призывы, это... Один из депутатов говорил, что необходимо, во-первых, объявить, перейти из состояния спецоперации в состояние войны, и не только с Украиной, но и с Западом, и думать о движении в направлении Берлина. Агрессивных заявлений из России раздается очень много. Военные, при том, что многое у них не получается, тем не менее, вот в области пропагандистской работы, пропагандистской кампании, в области информационной войны, они очень активны. Вот, так что ситуация нерадостная, и развитие событий может быть самым разным, к сожалению. В годовщину начала вот той самой спецоперации, как ее в России называют, и вот этой настоящей войны, Министерство иностранных дел Китая опубликовало свои предложения по урегулированию украинского кризиса. Документ включает в себя 12 пунктов, выполнение которых, по мнению Китая, приблизит окончание войны. Что конкретно предлагает Китай? Прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Да? Пекин считает, что необходимо возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, при этом обе стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Как конкретно это можно реализовать, учитывая непримиримые позиции сторон по этому вопросу, Китай нам не сообщает. Еще предлагается отказаться от менталитета холодной войны. Не допускаются попытки обеспечить собственную безопасность в ущерб безопасности других стран, а также политика блоковой конфронтации, говорится в документе. Прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Не допустить применения ядерного, химического и бактериологического оружия. С одной стороны, в озвученных постулатах нет ничего нового, с другой стороны, интересно то, какое внимание Пекин уделяет вопросу потенциального использования ядерного оружия, а также теме экономических последствий, экономических санкций. Учитывая все эти предложения, которые под собой на самом деле конкретно ничего не имеют, как вы считаете, почему Китай озвучил их именно сейчас, спустя год войны, а не ранее? Да, Китай принимал долгое, сложное решение, какую сторону занять. И первоначально речь шла, в общем, о возможности занять сторону России, организовать поставки вооружений России, поскольку конфронтация Китая с Соединенными Штатами, ну вот она вылилась теперь могла вылиться в такую военную конфронтацию на полях сражений в Украине. Вообще заявление очень лицемерное. Первый пункт этого заявления – уважение к границам, это и уважение к независимости государств. Это призыв к России. Россия демонстрирует неуважение к суверенитету Украины и к ее границам. Вот. Там есть
такие вкусняшки, которые должны были бы понравиться Путину, это прекращение санкций. Но об этом многие говорят уже давно, многие политики, о том, что санкции будут прекращены, когда российские войска покинут территорию Украины. И это, кстати говоря, наши призывы начать работать над трибуналом против военных преступников, они встречают некоторое сопротивление в экспертном сообществе Соединенных Штатов, где считается, что даже разговоры о трибунале – это дополнительное, очень опасное раздражение Путина и его окружения. Вот. Китайские предложения хороши, но американские дипломаты делают уже, по-моему, третье сделали заявление о том, что Китай ни в коем случае не должен вмешиваться в этот конфликт на стороне России. Это означает, что какие-то поставки, какая-то поддержка российской армии уже осуществляется. И это очень опасно. И один из смыслов этого заявления фактически защитить себя, свою позицию, предстать перед миром миротворцами. Хотя, повторюсь, это очень типично для коммунистов, для руководства коммунистической страны, лицемерие такое открытое, демонстративное. Вы сказали такую фразу: первоначально Китай склонялся в сторону России. А разве сейчас он не склоняется? И если мы предполагаем, что Китай даже помогает, какую-то оказывает военную поддержку? Китай сделал несколько заявлений, призывающих Россию остановить агрессию. Китай очень страдает от торможения развития мировой экономики. Это фабрика, которая производит товары. И мы видим, как это сказывается на стоимости нефти. Она вдруг падает, очень серьезные колебания. Китаю не нравится, когда его лишают денег, ресурсов. Вот. Но с другой стороны, противостояние, конфронтация теперь уже только двух сверхдержав, Соединенных Штатов и Китая, продолжается, и Китай заинтересован победить в этом противостоянии политически, экономически. Экономически вроде побеждает уже, но и политически тоже приобрести больше влияния, и это один из инструментов усиления своей политической позиции, помогать оппонентам Вашингтона, то есть в данном случае России. Хотя там все сложнее, ведь мы почти не сомневаемся в том, что существуют договоренности, самые разные, между Вашингтоном и Москвой относительно сдерживания Украины, которой оружие поставляется, но при этом идет такой, открытый шантаж, связанные с ядерным оружием, связанные с расширением области конфликта. И Соединенным Штатам приходится реагировать на это сдерживанием Украины и фактически принуждением Украины к переговорам. Вы сказали, Константин, что некие депутаты ведут, или политики ведут переговоры о том, что санкции могут быть прекращены, если Россия выведет войска. Правильно я понял? Это заявление американских, в том числе, политиков. Вам не кажется, что это слишком просто? То есть, если Путин выводит войска, санкции снимают, и в Россию возвращаются бизнесы, денежный поток и так далее? Я не думаю, что будет возвращаться бизнес быстро до тех пор, пока Россия сама по себе не изменится, потому что остаются возможности повторения такого рода конфликтов. Как вы знаете, не только по отношению к Украине, но и по отношению к Казахстану обсуждались вопросы почти открыто возможности расширения агрессии в сторону Молдовы,
стран Балтии, Финляндии. То есть, аппетиты у российской военщины очень, так сказать, обширные. Но говорить же можно обо многом, тем не менее мы видим, как это происходит сейчас. Для военных не хватает оборудования, не хватает там... Вообще же ничего нет. О какой Молдове может идти речь? Во-первых, есть. Во-вторых, есть еще большие запасы. Никто не предполагал, что эта война в 21 веке будет вестись средствами Второй мировой войны. Это очень искусственный процесс. Это такой феномен, абсурдный какой-то, понимаете. Вы имеете в виду, используются запасы? Да. Или еще не используются? Используются запасы, перегоняются запасы из Приднестровья, из Казахстана, из даже Дальнего Востока. Вот. Запасов этих еще много. Они уничтожаются чуть более современным оружием, но самое современное оружие, которое позволило бы Украине быстро и эффективно победить в этой войне, все-таки ей не поставляется. Вот это высокоточное оружие. А если поставляется, то с огромным количеством условий и ограничений. Мы говорили и про танки, на самом деле, которые западные страны красиво пообещали, говорили о том, что как хорошо это будет, а по факту мы узнали, что к концу марта Великобритания, например, поставит только там несколько танков, да, и Соединенные Штаты, возможно, поставят какое-то количество к декабрю этого года. И более того, часть этого оборудования настраивается на ограниченные возможности использования. Ограниченная дальность, снижается дальность, и так далее. То есть в полной мере, в общем, военные не могут использовать. Знаете, это пистолеты, такое оружие, когда его начинают хранить в музеях, портится, делаются дырки в стволах. Такое впечатление, что искусственно, эффективность его снижается для того, чтобы Украина не могла его использовать в полной мере. Но, с другой стороны, мы с вами знаем, что значительная часть граждан Соединенных Штатов продолжает поддерживать Украину. И сколько бы ни говорили о том, что республиканская партия, у нее особый взгляд, большинство республиканцев поддерживают Украину и выступают совместно с демократической партией в двухпартийном консенсусе. Так что ситуация продолжает оставаться сложной, и во многом вина в этом, к сожалению, не определенной позиции демократической партии. Когда Трамп говорит о том, что он закончил бы эту войну в течение 24 часов, я ему верю.